В этом видео покажу вам целых два вкусных и сытных салата. Первый рецепт получается невероятно питательным, где каждый компонент отлично дополняет общую картину. Начинаю с шампиньонов. Это хороший источник белка и прекрасное начало для нашего блюда. Нарезаю грибы не очень мелко, чтобы они чувствовались и держали форму. Кстати, если грибы немного полежали в холодильнике и слегка потемнели, просто аккуратно обновляю срез на ножки и снимаю тонкую кожицу со шляпки. Репчатый лук заранее нарезаю небольшими кубиками. Следом я беру свежую морковь и нарезаю ее. Теперь переходим к плите. Первым делом на сковороду с хорошо разогретым растительным маслом высыпаю подготовленные грибы. Обжариваю их буквально пару минут на среднем огне. Теперь я кладу к грибам репчатый лук и обжариваю все вместе еще минуту или две. Самое время отправить на сковороду нарезанную морковь. И довожу овощи до вкуса. Добавляю соль, черный молотый перец и копченую сладкую паприку. Вы можете смело использовать другие ваши любимые специи. Доготавливаю овощи на среднем огне. А для уверенности, что морковь стала мягче, можно накрыть сковороду крышкой. Пока овощная смесь доходит до готовности, нарежу соленые огурцы соломкой. Грибы с луком и морковью уже полностью готовы. Я перекладываю их в отдельную посуду и отставляю в сторону до полного остывания. Заранее отваренные куриные яйца я нарезаю кубиком. Овощи остыли и высыпаю их в глубокую миску. Туда же отправляются яйца, соленые огурцы и сладкая консервированная кукуруза. Добавляю мелко нарезанную свежую зелень, сегодня у меня ароматный укроп, и заправляю все майонезом. Наш великолепный праздничный салат готов. А теперь переходим ко второму варианту нашего хита. Если у вас на кухне есть сразу две свободные сковородки, то процесс пойдет еще быстрее. Но советую сначала досмотреть весь рецепт до самого конца, чтобы сразу подготовить все продукты. У меня сегодня мелкие шампиньоны, поэтому я нарезаю их на 4 или 6 частей. Грибы заранее вымыла под проточной водой. Список всех продуктов для этого варианта вы тоже найдете в описании под видео. На горячую сковороду я наливаю немного растительного масла и высыпаю грибы. Сразу жарю их на сильном огне и добавляю соль. Грибы выделяют много влаги, а соль поможет жидкости выпариться намного быстрее. Главное здесь не пережарить. Готовые грибы убираю в сторону, пусть остывают, а пока займусь луком. Нарезаю его мелким кубиком, отправляю на сковороду с маслом. Пока лук пассируется, я беру одну подготовленную морковь и натираю ее на крупной терке. Кладу морковь в сковородку к луку и жарю на среднем огне. Здесь тоже держу баланс, не пережариваю. Мне нравится, когда морковь остается чуть недожаренной. Готовые овощи высыпаю в салатник и оставляю остывать. А пока есть время, займусь огурцами. Сегодня у меня вариант с солеными огурцами. Пробовала делать этот рецепт и с маринованными огурчиками. Получается тоже очень вкусно, так что выбирайте под свое настроение. Нарезаю огурцы соломкой. Овощи в миске уже остыли. И теперь высыпаю к ним грибы, соленые огурцы и консервированную фасоль. А какую фасоль вы обычно предпочитаете использовать для таких блюд? Белую или красную? Как, по вашему мнению, получается вкуснее? Напишите об этом в комментариях. Кстати, если вы впервые на моем канале, обязательно подпишитесь и включите уведомления, чтобы не пропустить новые интересные рецепты на каждый день. Теперь добавляю 3 отварных яйца. Они прекрасно вписываются в этот состав. Нарезаю их кубиком. Следом отправляю чеснок через пресс. Пары или тройки зубчиков будет в самый раз для легкой остроты. Добавляю нарезанную петрушку, она подарит свежесть и яркость. А теперь моя маленькая кулинарная хитрость. Добавляю в заправку горчицу в зернах. В конце кладу немного майонеза для связки всех ингредиентов.
2 питательных салата на каждый день и на праздник. Вкусных, сытных и каждый со своей изюминкой. Приятного аппетита!